В самом сердце Китая, в регионе Нинсяхуэй, расположено одно из самых суровых и неприветливых мест на планете — пустыня Ланчи. Но именно эта земля, некогда символ безжизненности, в течение десятилетий превратилась в образец возрождения и перемен. История, о которой пойдет речь, началась в 1958 году, когда правительство Китая решило испытать необычное решение для борьбы с опустыниванием и улучшения жизни местных жителей. Суть идей заключалась в переселении миллиона кроликов в бесплодные пески пустыни, и результаты этого проекта потрясли весь мир. На первый взгляд, сама мысль о том, чтобы перенести миллионы пушистых зверьков в бесплодные земли, кажется странной и даже безумной. Но именно в подобных решениях и заключается дух прогресса. Смелость, готовность отказаться от традиционного мышления и попробовать то, что другим видится абсурдным. В этом эксперименте использовались кролики-рексы, и именно они стали настоящими героями проекта, доказавшими, что природа может откликнуться даже на самые смелые вызовы. Во времена, когда человечество сталкивается с катастрофическими последствиями изменения климата, дефицитом ресурсов и угрозой дальнейшего опустынивания, китайский пример становится особенно показательным. Более того, этот опыт может быть ценным для других государств, которые ищут пути восстановления своих экосистем. Поэтому давайте подробнее рассмотрим, как именно зародился проект, какие результаты он дал и каким образом повлиял на судьбы местных жителей. Причина, по которой были выбраны именно кролики, заключалась в их уникальной способности выживать в засушливых условиях. Кролики-рексы, специально подготовленные для переселения, отличаются высокой скороспелостью, плодовитостью и устойчивостью к недостатку влаги. Эти животные способны питаться грубой растительностью и сохранять жизнеспособность в условиях скудных кормов. Селекционная работа, которой руководил профессор Ли Чжун, а также его коллега, агроинженер Сунь Хай, была направлена на развитие устойчивости, здоровья и приспособляемости животных. В результате появилась линия рексов, идеально подходящая для жизни в экстремальном климате. Эти кролики не только быстро размножались, но и обладали способностью к быстрой адаптации в новых условиях. Они могли употреблять в пищу сухие травы и кустарники, встречающиеся в пустыне, а их активность в поедании растений помогала восстанавливать естественный баланс флоры, уничтожая агрессивные виды растительности, угнетающие другие. Кролики способствовали появлению более богатой и разнообразной экосистемы. Именно это вызвало интерес у ученых, наблюдавших за ходом проекта. К 2017 году численность кроликов-рексов в пустынях Китая достигла впечатляющих 4,5 миллиона. Это стало результатом многолетних усилий по разведению и интеграции животных в экосистему. Проект изменил не только экологическую картину региона, но и оказал огромное влияние на экономику. Общая стоимость продукции, связанной с кролиководством, составила около 560 миллионов юаней, примерно 80 миллионов долларов США, что стало настоящим прорывом для местных фермеров и пастухов. Фермеры начали использовать кроликов не только ради мяса, но и для получения ценного меха, который пользовался высоким спросом на рынке. Кроличий мех стал основой для создания новых предприятий, ремесленных мастерских и фабрик. Поддержка со стороны государства, включая субсидии и льготные кредиты, позволила крестьянам расширять свои хозяйства. Одновременно с этим проводились образовательные курсы, на которых местных жителей обучали современным методам ухода за кроликами. Это способствовало не только росту доходов, но и формированию нового отношения к природным ресурсам. Одним из самых удивительных итогов программы стало превращение пустынной земли в зеленый оазис. Там, где раньше были лишь дюны и сухой песок,
начали появляться поля с растительностью. Этот процесс был постепенным и требовал особых усилий. Ученые внедряли агрономические технологии, такие как севооборот и комбинированные посадки культур, чтобы восстановить плодородие почвы. Кролики стали частью новой системы пастбищ, обогащая почву натуральными удобрениями и способствуя ее улучшению. В результате на этих землях закрепились новые виды растений, повысился уровень влаги в почве, а биологическое разнообразие стало расти. Большую роль в преобразовании сыграло экологическое просвещение населения. В деревнях появились группы энтузиастов, которые делились знаниями о бережном взаимодействии с природой. Проводились лекции и семинары, где фермерам рассказывали о важности экосистемных подходов. Благодаря этому люди начали видеть природу не как врага, а как партнера. Со временем проект стал изменять и социальную структуру региона. Местные жители перестали массово уезжать в поисках лучшей жизни. Уровень образования вырос, появились новые рабочие места, а общины укрепились. Фермеры активно обменивались опытом, создавались кооперативы, которые занимались производством и распределением продукции. В школах появились занятия по экологии, где детям показывали на примерах, как важно сохранять баланс природы. Подростки участвовали в мастер-классах по обработке кроличьего меха и созданию текстильных изделий, что пробуждало творческие инициативы и помогало формировать у них чувство ответственности за будущее. Несмотря на впечатляющие успехи, проект не остановился. Ученые продолжали работать над новыми подходами. Профессор Чжао Жоумин предлагал интегрировать кроликов в более широкий сельскохозяйственный цикл, например, сочетать разведение животных с посадкой растений, способных улучшать структуру почвы. Параллельно в школах и университетах расширялись образовательные программы, где детям и студентам объясняли, как заботиться о животных и зачем нужно беречь окружающую среду. Правительство Китая, вдохновившись этим опытом, начало поддерживать подобные инициативы и в других регионах страны. Программы восстановления земель с использованием животных стали частью национальной стратегии по борьбе с изменением климата и деградацией природных ресурсов. Успех пустыни Ланчи стал известен далеко за пределами Китая. Экологи и ученые из разных стран начали изучать этот опыт, делали доклады на конференциях и международных форумах. История китайских кроликов-рексов легла в основу научных исследований, статей и проектов. Многие государства увидели в этом пример для подражания и попытались создать свои версии подобных программ. Таким образом, переселение миллиона кроликов в пустыню Ланчи стало событием, изменившим не только экосистему, но и жизни тысяч людей. От сельского хозяйства и экономики до социальной сферы и культуры проект доказал, что даже самые невероятные задачи можно решить, если объединить усилия. Спустя десятилетия после старта можно сказать, что кролики стали символом надежды и перемен, напоминанием о том, что смелые мечты способны воплощаться даже в самых тяжелых условиях. Эта история не просто о животных. Она о вере, настойчивости и человечности. Маленькие кролики, переселенные в суровую пустыню, стали доказательством того, что даже самые крошечные создания способны принести огромные изменения миру. Они олицетворяют живую надежду на процветание и устойчивое будущее, которое мы обязаны сохранить для следующих поколений. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.